Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас тема — это прогноз на ноябрь для стрельцов, для восходящих, солнечных, лунных стрельцов по ведической астрологии. Если вы знаете свой асцендент, то в первую очередь для восходящего знака асцендента смотрим. Если не знаете, под каждым видео прописаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии. Тогда смотрите для своей даты прогноз. Также ведических астрологов приглашаю на мой новый курс, который называется «Глубина Чарадаша», посвященный системе Чарадаша Джаймини. И записаться на этот курс можно по ссылке в комментариях в описании к видео. Теперь давайте обсуждать тенденции переменчивого ноября для стрельцов. Со 2 ноября по 26 ноября Венера заходит в ваш 11 дом гороскопа, и это однозначно такой для вас улучшающий транзит, потому что Венера до этого шла по вашему 10 дому гороскопа. Несмотря на то, что она Венера, она могла давать какие-то такие не очень приятные ситуации, какого-то, может быть, вмешательства в работу, необходимости исправлять ошибки, наводить порядки, то есть засучить рукава. Вот Венера в деле, она же у нас такая бухгалтерская немножко, и, возможно, нужно было разобраться, кто сколько зарабатывает, кто сколько, например, там чая на работе выпивает, кто сколько времени у кулера проводит, кто сколько раз в курилку выходит. Какие-то вот такие вот разборочки небольшие по тому, кто сколько ресурсов тратит и кто сколько по факту, насколько эффективен. Ну, также, конечно, Венера и могла и приятные моменты давать, но в целом вот она могла все-таки в 10 доме создавать себе какое-то напряжение. Венера заходит в 11 дом гороскопа, в свой собственный знак, в дом, который отвечает за награды, за достижения. Может, вы там очень эффективно проследите за тем, кто ресурсы плохо использует, и вам за это выпишут премию или какую-то вот награду дадут. Что-то такое может быть по Венере в 11 доме гороскопа, но также это транзит на то, чтобы планировать и прогнозировать. Планировать и прогнозировать работу, планировать и прогнозировать будущее, связанное со спортом, может быть, пересматривать график выплаты по кредиту, судебных каких-то вопросов лечения, медицинских, вот таких вот дел. Это все планирование и прогнозирование. Ну и, конечно, когда Венера идет по 11 дому гороскопа, это возможность приятно провести время с друзьями, тоже развлечься где-то, отдохнуть, может быть, в какое-то приятное сообщество войти. В общем, неплохо. А 5 ноября будет полнолуние в вашем 5 доме гороскопа, доме детей, доме творчества, доме влюбленности, романтики, обучения. И полнолуние в 5 доме гороскопа — это тоже завершение какого-то этапа в сфере 5 дома. То есть, например, закончил ребенок на каком-то курсе учиться, ушел с какого-то кружка, или вы закончили учебу, или вы перешли с факультета на факультет, или у вас закончился какой-то этап в романтических отношениях. Также полнолуние в 5 доме гороскопа может давать посещение какого-то мероприятия, наподобие концерта, выставки, театра, кино, потому что не всегда значимые события, но что-то такое развлекательного характера тоже может быть. С 9 ноября по 23 ноября в вашем 12 доме гороскопа начнет ретроградное движение Меркурий. Меркурий у нас будет катиться назад в ваш 11 дом гороскопа и будет давать пересмотр ваших решений, перемены в ваших решениях, касающихся смены работы, ухода в отпуск, перемен каких-то в работе. То есть здесь есть тенденция на то, что если вы хотели отправиться в командировку, допустим, вы можете в какую-то командировку не доехать, не поехать. Если вы хотели уволиться, то тоже, может быть, вас попросят остаться на время. И если вы хотели пойти в отпуск, то вас могут попросить, там, допустим, в отпуск пока не ходить. Вопросов, касающихся смены статуса и в личной жизни особенно. Но еще и вопросов смены отдела, допустим, если вы хотели перейти из отдела в отдел, тоже может быть. Ну и в личной жизни тоже, если у вас будут вопросы такие, когда вы решите, что вот вы хотите расстаться, или когда кто-то должен куда-то уехать,
то 10 раз подумать. То есть если стрельцы на этом транзите поругаются, то это значит не окончательно, потому что Меркурий эти все дела будет откатывать. С 11 ноября по 5 декабря в ретроградности будет еще Юпитер, хозяин всего вашего гороскопа, хозяин вашего 4-го дома гороскопа. Про транзит Юпитера в Раке я уже записала отдельное видео на канале, вы можете посмотреть. Что интересно, транзит Юпитера в Раке для вас — это транзит, дающий необходимость учиться справляться со стрессами, с кризисными ситуациями, с какими-то тайнами, может быть, где-то держать язык за зубами. Но вот эта вот ретроградность Юпитера в вашем 8-м доме гороскопа, она может откатывать в том числе какие-то ваши решения по продаже машины, продаже квартиры, продаже земли, по каким-то резким переездам, которые вы там не собирались переезжать раз, и вдруг почему-то в октябре вам захотелось такое. Если вы с мамой, допустим, конфликт, то откат может быть в конфликте, в отношениях с мамой. Если вы просто решили там расхламить все, очень аккуратно. Если у вас особенно будет такое домашнее расхламление, вы будете выбрасывать какие-то вещи, очень аккуратно, потому что может быть такое, что вы что-то не то выбросите. Что-то вот не то, потому что есть вот этот откат Юпитера. И у вас так интересно, что получается две планеты отвечают, Меркурий и Юпитер, за самые важные сферы: вы, место жительства, партнерство, работа. И это все будет ретроградное. То есть у вас может и у партнера какие-то вот качели, то будем делать, то не будем делать, и у вас какие-то качели. И вы очень будете плотно в связке, скорее всего, либо с какой-то командой, либо с каким-то партнером, такой в связке, что очень все будет зависеть от другого человека, и будут какие-то переменчивые обстоятельства. С 16 ноября по 16 декабря Солнце зайдет в ваш 12-й дом гороскопа. И вот понимаете как? Конечно, Солнце может давать такой там смену руководства на работе, смену учителя, смену репетитора, смену института, факультета, это все понятно. Но что важно, у вас будет очень ноябрь таким месяцем, наверное, достаточно нервным, стрессовым или очень много меняющим в вашей жизни, много дающим обстоятельств таких, ну, которые вы не планировали. Юпитер в 8-м доме и Солнце в 12-м доме гороскопа. Это два транзита на то, чтобы зарыть голову в песок. Либо два транзита на то, чтобы, знаете, вот как бывает такое, как будто бы под воду занырнул и не выныриваешь. Потом так выныриваешь, что там происходит вообще вокруг, что там вообще. Я не в курсе всех новостей, потому что я варюсь вот в своей какой-то каше. Транзит Солнца по 12-му дому гороскопа — это тоже такое немножко спрятать голову в песок. Уединение больше где-то, может быть, прогуливаться, меньше общаться, какое-то вот такое ограничение круга общения. И все в таком роде, как бы снижение нашей активности. Но еще помимо этого может быть такое поездки по каким-то делам, типа лекции, типа какие-то учебные дела, из города в город, из страны в страну, тоже по этому Солнцу. И 20 ноября будет новолуние в вашем 12-м доме гороскопа. И, собственно, новолуние в 12-м доме гороскопа, оно тоже может давать как раз какую-то поездку, творческий какой-то порыв, что-то создали творческое, перемены в работе, опять же, тоже по новолунию в 12-м доме. Перемены в режиме сна тоже могут быть. Вообще ко сну старайтесь в ближайшее время на себя такую дополнительную какую-то нагрузку не нагружать, потому что у вас и так будет большая нагрузка, мне кажется, вот по этим транзитам, и вы будете просто учиться в каком-то новом темпе жизни жить, что-то такое. С 23 ноября по 29 ноября Меркурий ретроградный вернется в ваш 11-й дом гороскопа, и он будет возвращать вас в дела октябрьские. То, что вы там не доделали, то, что вы, может быть, где-то рубанули сгоряча, то, что вы, может быть, думали, что вы доделали, а по факту нет. Это дела, касающиеся вхождения в какие-то новые коллективы. Это дела, касающиеся, кстати, у кого-то из стрельцов повышения зарплаты, повышения или какое-то назначение премии. Если вам обещали какое-то повышение, какую-то премию, какую-то грамоту, еще что-то,
в октябре, например, и ничего не сделали, то сейчас будет самое время на то, чтобы возвращаться к этим вопросам, напоминать о том, что, а вы помните, что, ну вот до пока еще Меркурий будет ретроградный, это еще не будет завершено, скорее всего, но вернуться к этим вопросам можно, вернуться к вопросам изменения статуса, улучшения своего статуса тоже можно. С 26 ноября по 20 декабря Венера второй раз поменяет знак, и Венера зайдет в ваш 12-й дом гороскопа. Венера указывает на то, что вы будете все-таки в одни сообщества скорее входить, а из других выходить. Венера дает какой-то выход из сообществ, расставание с какими-то друзьями, но в работе она может давать какое-то творчество, фотосессии, видеосъемки, может быть, презентации, что-то такое. Но все равно какие-то вот выходы из каких-то сообществ могут быть, и может быть такое, что вам нужно куда-то переводить деньги за границу или в другой город, может быть свои деньги перевозить, может быть со счета на счет в другую страну перевозить, что-то такое. И Венера дает еще какую-то победу над обстоятельствами, может быть, над недоброжелателями. Будут какие-то командировки из города в город, из страны в страну, то есть пока Венера будет идти по 12 дому гороскопа, вам, может быть, нужно будет много ездить вот таким образом из города в город. И еще это транзит на то, чтобы медицинские процедуры, связанные с красотой, делать. То есть, может быть, косметология, может быть, что-то такое. Может быть, у кого-то продажа машины, безусловно, тоже по этому транзиту, каких-то украшений, может быть, одежды и так далее. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий будет в прямом движении в вашем 11 доме гороскопа. Вот этот транзит на то, чтобы уже договориться, войти окончательно в какой-то новый коллектив, договориться о повышении уровня оплаты труда, о премии какой-то, о награде какой-то, о вхождении в какой-то, может быть, состав учредителей, что-то такое. То есть об улучшении каком-то договориться и вот тут уже ударить по рукам. То есть уже наконец-то оно все может разрешиться у вас. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока.